срезали лишнюю породу с верхушки холма. Ну и вот она, пожалуйста, вам, это пирамида. Да, пирамида Пном-Бакенг, часть одного из исторических и очень живучих мифов. Стал говорить о том, что ценность этих объектов, она больше историческая, чем культурная. Слава богу, его еще отсюда не увезли в музей. Ну, вот такая вот интересная каменная плита. Вот для каких целей нужна была вот эта вот плита вот с этими узорами? Видите, его датируют X веком. При этом археологи нам говорят, что он построен прямо на дамбе. Дамба у нас датируется XI веком. Ну, это не я же говорю, это же археологи говорят, правильно? А я им верю. Да, я всегда всем верю. Странно, да? Почему они висят в воздухе-то, эти блоки? А кирпичи-то какие гигантские. Ничего себе. Вот это размер. Вот это кирпичи. Друзья, всем привет из Анкора. Как обычно, скажете вы, и будете правы. Действительно, в Анкоре можно снимать бесконечно. Такое количество объектов и столько всего интересного, столько всего вкусного, столько всего необычного, что можно снимать, снимать и снимать, и никакой жизни не хватит, даже если начать в подростковом возрасте, а я-то уж начал довольно поздно. Ну так вот, нахожусь я сейчас на холме Пном-Бакенг, где расположена одна из гигантских анкорских пирамид. Ну, то, что Камбоджа страна пирамид, знают все мои подписчики, потому что об этом я говорю, в общем-то, постоянно. Да, подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Друг Аркадий. Пища для ума», потому что, ну, в видео я не все могу рассказать. Видите, я же снимаю без подготовки, без сценария. Мне сценарий никто не пишет, самому мне писать лень. Ну и, соответственно, многие вещи я просто забываю сказать в видео. Ну, а статьи я пишу уже более обдуманно. На написание каждого поста у меня уходит примерно день. Ну да, где-то полдня, где-то день. Какие-то статьи я вообще пишу неделями, потому что каждый факт нужно перепроверять. Особенно то, что касается Камбоджи, тут нужно перепроверять каждую букву. Так вот, поговорим мы о гидротехнической системе Анкора, а именно о самом большом рукотворном водоеме на планете Западном Барае. Почему же я нахожусь здесь, на холме Пном-Бакенг? Дело в том, что отсюда очень хорошо этот Барай видно, и сейчас мы пройдем к тому месту, откуда можно его разглядеть, ну и заодно покажу вам и пирамиду по пути. Итак, мы на вершине холма Пном-Бакенг. Вершина этого холма была срезана. Это прям видно везде. Да, то есть вот эта вот вся территория, да, это все было срезано. Вот, кстати, видите, как древние срезали лишнюю породу с верхушки холма. Ну и вот она, пожалуйста, вам, это пирамида. Да, пирамида Пном-Бакенг. Часть одного из исторических и очень живучих мифов. Дело в том, что в официальной истории Камбоджи написано, что король Яшаварман в IX веке повелел построить храмы на 3 холмах, которые окружали столицу Йошатхарапуру, будущий Анкор. Да? Изначально эта столица называлась Йошатхарапура. Так вот, 3 холма или 4 холма, об этом историки спорят. Но на самом деле спорить надо вообще в принципе об этом постулате, потому что все постройки на всех 4 холмах разные. Вы просто сравните эти постройки, и вы поймете, что это постройки разных времен и, не побоюсь этого слова, разных цивилизаций. Но вот это, конечно, мощь. Да? И каменные блоки здесь, конечно, везде лежат совершенно фантастического размера. К сожалению, сегодня не взял с собой рулетку, вот как-то забыл. Ну, это, я думаю, не важно. Вы и так видите, да, что это все очень и очень масштабно. А с рулеткой мы сюда еще вернемся. Да, кстати, на башенки не смотрите. Башенки — это значительно более поздние надстройки, и выполнены они все очень коряво. Просто ужасно. Да, то есть это вот самый последний отсвет цивилизации на этой территории, вот эти вот башенки, когда люди еще что-то умели, но технологии все-таки в основном были уже утеряны. И вот, конечно, вот с такими вот каменными блоками гигантскими, как вот Йони, да, она же из одного блока у нас сделана,
С такими блоками они работать уже не умели. Ну вот, друзья, подошел я к западной стороне холма. И вот, пожалуйста, видите, впереди вода. Это и есть тот самый рукотворный водоем, который сейчас, правда, не полностью под водой находится, да, некоторая часть, вот восточная часть, она все-таки у нас находится на поверхности, но, тем не менее, водоем 8 на 2 километра, других таких водоемов в мире нет. Окружен он гигантской дамбой, да, надо сказать, что он не был вырыт. На самом деле, как говорят археологи, слой грунта, который был вынут в этом водоеме, он не превышает 2 метров, на самом деле где-то 1-2 метра. Мало того, еще очень интересно, что у Барая есть уклон. То есть на северо-востоке глубина меньше на 8 метров, чем на юго-западе. Да? То есть вот такой вот уклон, естественный уклон или же специально так было сделано. Да? Тут уже никто ничего знать не может. Мало того, мы даже не знаем, когда был построен вот этот вот западный Барай. Историки твердят об XI веке, но там опять ничего не сходится. Давайте будем вместе разбираться. И сейчас мы проедем к дамбе Барая, я попробую найти дорогу, и вы увидите, что это за циклопическое строение. Но это будет, конечно, все не так-то просто, потому что сначала нам надо спуститься с этого холма, как минимум, а потом еще на мотобайке поехать туда, не зная куда. Вообще водная инфраструктура кхмеров реально не знает себе равных на планете. Кстати, скажу интересный факт. Многие люди вот приезжают в Камбоджу, естественно, едут в Анкор, да, живут в городе Сием-Реп и не знают, что Сием-Реп — это не речка, а канал. Да, действительно, реки Сием-Реп не существовало, ну, не знаю, там, 1000 лет назад, 1200 лет назад, совершенно точно не существовало реки Сием-Реп. Это искусственная водная артерия, которую сейчас просто называют рекой. Да, об этом мало кто знает, но это на самом деле факт, который археологи не отрицают. Спускаться довольно долго и живописно. Да, кстати, если вы приедете в Камбоджу, уж обязательно поднимитесь на Пном-Бакенг. Гулять здесь очень приятно, туристов очень мало. Ну, сюда на Пном-Бакенг любят привозить гиды туристов на закат. И здесь прям такие толпы, знаете, людей. На самом деле никакого смысла в этом закате я не вижу. Ну, честно вам скажу, я вообще не вижу смысла в закатах и рассветах. Это все уже из области чего-то наносного. Так вот, приезжайте просто, ну, либо утром, лучше всего утром, потому что все-таки подъем, он хоть и пологий, но тем не менее все равно подъем. Вот, и приезжайте, гуляйте здесь, получайте наслаждение и удивляйтесь этой изумительной пирамиде, которая тоже непонятно, когда была построена. Вот отсюда мы опять видим западный Барай, да, наша цель. Вот туда мы сейчас отправимся, и на самом деле мы проедем, ну, не вокруг, конечно, но на северо-западную оконечность этого Барая мы поедем. Я вам там покажу еще древний сохранившийся мост, а дальше мы проедем к еще одному удивительнейшему объекту, очень странному, похоже, тоже пирамиде. Ну и на берегу Барая прячется один из самых загадочных объектов Камбоджи. Это кирпичная пирамида Акьюм. Вот это и будет, собственно, нашей главной целью. Кстати, одна из 4 лестниц, которые ведут на вершину этого холма Пном-Бакенг, лестница из латерита. Вот, пожалуйста, посмотрите вниз. Ну, мы сейчас идем дальше. Вот эту, конечно, дорожку пробили уже в поздние времена, наверное, для туристов, наверное, французы. Я, честно говоря, даже и не знаю. Ну, явно она не древняя, то есть древние люди поднимались вот туда на вершину, конечно, по этим лестницам из латерита. Сейчас ни по одной из них проход не разрешен. Так вот, Камбоджа — страна пирамид, да, постоянно об этом говорю. И самая загадочная пирамида в Камбодже никогда не посещается туристами. То есть представьте себе, находится, ну, не знаю, в 20, наверное, минутах езды. Сейчас посмотрю, сколько туда ехать-то. Я туда часто, конечно, езжу. Ну, именно на западный Барай отдохнуть. Там можно поесть рыбы, курицы. В общем, там прекрасные места. Я вам сейчас все покажу. Вот, и к этой пирамиде никогда никого не возят. Пирамида Акьюм датируется у нас 7 веком. Ну, как обычно, это историческая ложь, потому что постройка, скорее всего, значительно старше.
То есть, может быть, до нашей эры была сооружена. И пусть вас не смущает, что она из кирпича. Дело в том, что кирпич здесь, в Камбодже, он уникальных свойств. Ну, об этом вот как раз я буду писать в телеграм-канале «Друг Аркадий». Там у меня кое-что уже есть о кирпичах, но на самом деле там есть что рассказать, потому что исследований проводилось уже довольно-таки много. Ну, действительно, археологи удивляются, как же так кирпичи вот эти сохраняются, вернее, так долго, да, на протяжении тысячелетий. Ну, люди в комментариях тоже постоянно меня этому удивляются. Ну, очевидно, кирпич кирпичу все-таки рознь. А вот здесь, кстати, мы можем увидеть еще одну пирамиду. Давайте я вам покажу. Это тоже одна из самых загадочных пирамид Камбоджи. Она очень похожа на майянские пирамиды. Но вот сейчас верхняя надстройка, да, вот эта вот кирпичная башня реставрируется. А само основание из латерита, ну вот, собственно, смотрите на картинку, да, это чисто какая-то майянская пирамида. И для Камбоджи, ну, очень не характерна. Она, опять же, не датирована, относится к доисторическим. Ну, официальная датировка присутствует, безусловно, опять 10 век. На 10 век все списывают. Все, что, в чем не могут разобраться, все списывают на 10 век, ну, грубо говоря. Вот, на самом деле никто не знает, когда была построена эта пирамида из латерита. Вот, ну, мы уже почти внизу. И сейчас сядем на мотобайк и помчимся к западному Бараю и к самой таинственной пирамиде Камбоджи. Местный пес. И местные львы. Посмотрите на этих львов, они со всех 4 сторон стоят. Вот такие колоссальные, высоченные львы. Ну, где-то 2 метра, да, я измерял когда-то давно еще. Побольше 2 метров. И вот это была у нас центральная лестница, тоже из латерита. Ну, по ней подниматься нельзя, хотя, по идее, можно, да. Ну, понятно, там столько земли, господи. Если туда начнут подниматься толпы любителей заката, то от этой лестницы ничего не останется. Вот такие 2 красавца. Просто красавцы, просто красавцы. А где же мой мотобайк? Давайте же мы его найдем. Вон он стоит в тени. Тут тоже у нас какие-то, видите, каменные блоки лежат непонятного предназначения. Тут вот маленького такого льва. Ну, слушайте, тяжело взять просто и уехать, да? Когда постоянно видишь какие-то классные штуки. Ну, такого, очевидно, не очень давно выкопали льва и вот так вот его аккуратненько спрятали. Да, красивый. Ладно, едем. Так, ну все, я готов. Ну что, поехали? Что-то я так резво собрался ехать, да, дорогу даже не посмотрел. Так, мы сейчас находимся, вот видите, вот это вот у нас Ангкор-Том. Большой город, 9 квадратных километров, вот этот вот квадрат, да, а нам нужно попасть вот сюда, вот он, западный Барай, вот он. И мы сейчас должны попасть вот куда-то вот к этой точке. Тро Мун Темпл, ну, дорогу я знаю. Ладно, поехали. А дорога ведет нас прямо через Ангкор-Том. То есть мы сейчас проедем до храма Байон, от него повернем налево, ну и потом мы выйдем уже из Ангкор-Тома и попадем туда, куда нам надо. Вон, смотрите, здесь восстановили, видите, канал. Ну, вот это все тоже восстановлено. Тут вот эти южные ворота Ангкор-Тома, где все так любят фотографироваться. Здесь большинство вот этих вот голов, они не настоящие, это фейки. Это реконструкция. Это то, что так не нравилось французам, да? Еще лет 10-15 назад они яростно против всего этого выступали, против подобной реставрации, но сейчас, к сожалению, она взяла свое, да, и теперь практически все реставрации, которые проходят в Ангкоре, они, ну, не очень хорошие. Вот мы проезжаем через ворота. Пробки, конечно, у нас
из туристического транспорта. Ну, здесь только туристы ездят в основном. Вот. Ну что ж, дадим газу, что ли? Да, обожаю вот так с ветерком кататься мимо археологических объектов Анкора. Ну вот в это время дня, около полудня, здесь, конечно, машин всегда очень много туристов. Вот он, этот храм Байон, массивнейшая структура, очень интересная с исторической точки зрения, потому что здесь мы видим много разных этапов перестроек, ну, не только перестроек, но и вообще много этапов строительства. Сейчас тоже подвергается, конечно, нещадной реставрации, ну ладно. Я уже устал об этом говорить, устал говорить о том, что ценность этих объектов, она больше историческая, чем культурная. И нет никакого смысла восстанавливать эти объекты, если у нас нет никаких достоверных сведений о том, как они выглядели. Ну и потом нельзя же забывать, что мы же восхищаемся не только самими объектами, но и технологиями, древними технологиями производства этих каменных блоков. Самое главное, укладки их так, чтобы не было никаких зазоров. 0,1 миллиметра максимальный допуск в этой кладке. Ну не вот в этой, то что вот вы видите, да, вот это безобразие на самом деле, каменный хаос. Это уже более поздний этап. А я имею в виду основание стен, основание платформ, да, там допуски нулевые, можно сказать. Можно смело сказать нулевые. Да, тяжеловато тут, конечно, все это объезжать. Вон сколько их там, детишек. Вот меня спрашивают, почему кхмеры покупают пикапы. Да потому что семьи у них большие. Видите, вот так можно всех раз и посадить. И повезти куда угодно. То есть там это не для того, чтобы там, не знаю, возить рис или еще что-то. Нет. Нет, для того, чтобы возить людей. Ну вот, давайте еще раз полюбуемся на этот Байон. И все, теперь мы поворачиваем и едем на запад. Ну и примерно 1,5 километра на запад. Здесь, кстати, много обезьян живет. Вот, видите, вон она идет. Их тут тьма. А вон фотограф. Очень много фотографов, которые специально сюда приезжают в Анкор, чтобы снимать обезьян. Представляете? Как интересно. Как интересно. Вон они, смотрите, сейчас я помедленнее доеду. О, побаивается немножко. Да, мы едем сейчас по Анкор-Тому, как вы уже поняли, да, город, который был весь пронизан сеткой каналов. Ну, вот, посмотрите на вот эту карту, которая примерно демонстрирует нам, сколько тут было каналов, да, то есть люди жили на воде.
Кстати, про Анкор-Том мы можем сказать то же самое, что я вам до этого говорил про Западный Барай. Помните, я вам сказал, что у Западного Барая есть уклон с северо-востока на юго-запад. Ну так вот, в Анкор-Томе точно такой же уклон, тоже с северо-востока на юго-запад. Ну, здесь, не знаю, задумано ли это было изначально, или это естественным образом так получилось. Но благодаря этому уклону вода в Анкор-Томе всегда была проточной. То есть она с северо-запада поступала со стороны, ну так скажем, храма Приакан, водохранилища Никпон, протекала через весь город и вытекала в ров, который окружает этот Анкор-Том с его юго-западной стороны. Ну а дальше эта вода уходила в систему каналов. Да, систему каналов, которая не имеет себе равных в мире. Потрясающая, конечно, погода. Ехать больше 60 очень холодно. Ну прям начинаешь мерзнуть, как цуцик какой-то, я не знаю. Это ужасно. Вернее, это хорошо, это прекрасно. Ужасно, потому что непривычно. Привык всегда потеть в Камбодже, вот, а сейчас надеваешь вот, под рубашку еще и футболку пододеваешь. Ой, смотрите, свадьба. Посмотрите, какая красота. О. Какой Мерседес. Красивый. А в нем сидит жених? Нет, не жених. Это другая, наверное, была свадьба. Эти вообще на Роллс-Ройсе, посмотрите. Смотрите. Класс. Ну, видите, у нас у памятников Ленину в советское время фотографировали. Сейчас не знаю где. Здесь в Анкоре. Вот, кстати, видите, западные ворота. Вот в таком виде они находятся. Вот он, оригинальный вид, собственно говоря, да? Не восстановлены еще, хотя их тоже будут, конечно, восстанавливать. Все, мы выехали из Анкор-Тома, ребят. Сейчас мы начнем изучать водную инфраструктуру. Все, выезжаем на главную дорогу и сразу же сворачиваем в сторону. Здесь написано Тро Мунг Темпл. Очевидно, это сооружение, которое опять называется храмом, было частью водной инфраструктуры. Вот посмотрите, видите, вот там канал. Вот этот канал, сейчас я, секундочку, друзья, поставлю мотобайк на подножку, чтобы ближе подойти. Вот он, этот древний канал, который шел из Анкор-Тома. Вот, да, мы оттуда сейчас только что приехали. И дальше он у нас ведет в Западный Барай, который находится там. И на берегу вот этого канала я сейчас нахожусь, судя по всему, на дамбе. Ну как, судя по всему, точно я не могу сказать, дамба ли это насыпная или это просто дорога. Но, похоже, это дамба, которая отделяла канал, вот этот вот канал, который течет в Западный Барай, от комплекса Тро Мунг, который расположен чуть дальше, по левой стороне. Ну давайте сейчас быстренько туда проедем, и я вам его покажу. Ну вот он, у меня о нем уже есть ролики. Вот, посмотрите, его недавно реставрировали. Ну, тут такая реставрация, слава богу, не самая ужасная из всех, которые я видел. Сейчас мы его быстро посмотрим. Судя по всему, он являлся частью вот этой водной инфраструктуры. Кстати, неплохо, наверное, бы и выключить. Зачем зря бензин тратить? Ну вот, частью водной инфраструктуры. То есть, какое предназначение могли иметь эти здания, являясь частью водной инфраструктуры, мы, конечно, не знаем. Но большинство исследователей в наше время все-таки уже от идеи храмов отходит и считает, что храмами все эти постройки стали
уже в более позднее время, когда на эту территорию пришли кхмеры. Это видно по эпиграфике, кстати, очень хорошо. И вот эти все вопросы как раз я и стараюсь освещать в своем телеграм-канале «Друг Аркадий», на который всех призываю подписаться. А также прошу подписаться на Boosty, потому что на Boosty вы прочитаете все то же самое, что я публикую в Телеграме, иногда даже чуть больше. Некоторые фото я выкладываю только для платных подписчиков на Boosty. Ну и видео, которые вы смотрите на YouTube, вы можете также смотреть на Boosty, да, без всяких ограничений, и они выходят там раньше. Когда-то на неделю раньше, когда-то там на пару дней раньше, в зависимости от того, как они у меня бывают готовы, но в любом случае раньше, чем на YouTube. Подписка стоит 200 рублей в месяц, и вы этим очень нам поможете, потому что все это у нас, конечно, сжирает очень большие финансовые средства. Ну, тут вот они и копали, да, мы видим дорогу из латерита, вот, которая примыкает к этому зданию. Видно, что все это было построено, перестроено в разные времена. Вот это, кстати, метки реставраторов. Да. Тяжелая работа, на самом деле, найти правильное место для каменного блока. Да, тут-то что у нас внутри? Внутри у нас мы видим основание из латерита. Да, постройки, которые находятся в воде, они тоже всегда имеют основание из латерита. Очень хороший для этих целей камень. Собственно, как и кирпич камбоджийский, да, он тоже воду очень хорошо выдерживает. И здесь есть еще один интересный артефакт. Вот он, смотрите. Слава богу, его еще отсюда не увезли в музей. Ну, вот такая вот интересная каменная плита. Вот. Здесь она была очень хорошо отшлифована когда-то. Сверху тоже хорошая шлифовка. Ну, здесь довольно грубо выбито. Ну, вот посмотрите, какие тут странные узоры. Да? Очень странные, согласитесь. Вот для каких целей нужна была вот эта вот плита вот с этими узорами? О, как звенит, как звенит. Непонятно. Непонятно. Ну, в общем-то, в музее тоже можно найти подобные артефакты. В Национальном музее Пномпеня. Кстати, будете в Пномпене, обязательно сходите. Это прям уникальнейший музей. Гораздо лучше, чем наш музей в Сием-Репе. Гораздо лучше, гораздо интереснее артефакты там собраны. Так вот, видите, это действительно дамба, да? Это действительно дамба, которая отделяет канал вот от этого комплекса, у которого, впрочем, там еще тоже водоем был. Да, то есть вот там вода была, за нами вообще находится Западный Барай. Да, то есть это все какая-то водная инфраструктура, которую потом, ну, в режиме карго-культа, насколько я понимаю, да, стали использовать уже как места для поклонения каким-то богам. Так, ну давайте едем дальше. Следующая наша цель — это дамба Западного Барая. Попробуем найти ее, скажем так, северо-восточный угол. Вот. Я там был один раз на джипе, но надеюсь, что сейчас найду дорогу и на мотобайке. Но по пути хочу показать вам остатки вот этой вот водной инфраструктуры древних. То есть это даже не кхмерская у нас инфраструктура, а докхмерская, да, глубоко доанкорская. Хотя ученые пытались все запихнуть в рамки существования анкорского государства, но у них ничего в итоге не получилось. Да, то есть все нам говорит о том, что вся эта водная инфраструктура была построена значительно раньше и использовалась непонятно кем. Так, ну ладно, это я вам просто хотел показать, сейчас разворачиваюсь. И вот, очевидно, мне вот к тому шлюзу, то есть вот там у нас где-то как раз и поступает вода в Западный Барай. Почему я говорю, судя по всему, я на самом деле не большой специалист здесь в водных артериях. Да, то есть я только
недавно приступил к изучению вообще всей этой гидротехнической системы. Раньше слишком сильно концентрировался на камнях, карьерах, а оказалось, что главная загадка Камбоджи кроется совсем не в секретах строительства, а именно вот в этих вот сооружениях гидротехнического свойства, на всех этих водоемах, сумасшедших каналах. Ну, вы сейчас все сами увидите. Так, поворачиваем. Вот я свернул с дороги и сейчас, по идее, должен попасть на дамбу. Дорогу переходят курицы. Вот он канал, посмотрите, видите, как он глубоко расположен, то есть уровень воды раньше был, конечно, значительно выше, ну, как и в Западном Барае, тоже уровень воды был значительно выше. Вот этот канал, он тянется вдоль. Ой, а я же еду-то по дамбе, посмотрите, ничего себе. Я даже не заметил. Вы видите эту огромную насыпь? Вот эта дорога, она же прорезана в дамбе, то есть просто снят слой дамбы. Вот такие вещи мы постоянно видим в Камбодже, да, когда древние артефакты, они просто разрезаются, там проделываются дороги, и никто даже внимания не обращает вот на это все. Потрясающе, конечно. Просто потрясающе. И это как раз и есть главные загадки, друзья. Так, нам говорят налево, да, поворачивать? Да? Ну, окей. Наверное, это уже дамба и есть, да? Сейчас посмотрим, друзья. Очень много мотобайков стоит. Интересно, чем тут люди занимаются. Вот, вот еще, смотрите, дамба тянет наверх идет, да? Так. Прям интересно. Viewpoint платформ. Давайте проверим, что это за viewpoint. Я даже не знаю. А надо знать. Так, что же тут за view платформ? Я тут никогда не был. Давайте посмотрим. Очевидно, можно увидеть Западный Барай. Ага. Ну вот, видите, спутниковый снимок Западного Барая. Мы сейчас вот здесь находимся, да, на дамбе. Сейчас мы по дамбе проедем вот так вот. И вот здесь находится та самая загадочная пирамида Анкора Акьюм, в которой никогда не бывает туристов. Ну, после этого видео, конечно, все потянутся. Ну, так себе вид, конечно. Мне кажется, там с Пном-Бакенга вид-то был получше, да? Ну, вот эти вот, вот эта земля, которую вы видите перед собой, да, это все уже сейчас находится на поверхности, а когда-то там была вода. То есть воды было значительно больше, ну, плюс постоянные какие-то наносы на все эти каналы, они же тоже приносят глину с собой, ну, и, соответственно, некая часть Западного Барая сейчас не заполнена водой. А в центре, кстати, находится
так называемый храм, то есть какая-то тоже часть древней водной инфраструктуры. По-моему, вам еще даже не упомянул ни разу об этом, да? Потому что мы туда сегодня не попадем. Вот здесь, вот видите, там тоже гигантское каменное сооружение, такой вот островок. Но о нем как-нибудь потом. Сейчас нам, в принципе, интересно посмотреть на дамбу, на пирамиду. Ну, кстати, какие тут водятся у нас животные. Ну, вот этого часто видишь. Ой, макак-то, конечно, да, выше крыши. А почему-то гиббонов здесь нет, хотя они у нас тоже водятся. Ну, ладно, поехали. Так, друзья, нам сейчас несколько километров ехать вот по этой дамбе. Да, вот эта дамба, там справа у нас Барай, слева где-то дамба обрывается. А теперь впечатлитесь, пожалуйста, ее мощью. В общем, наверху ширина дамбы где-то 25-30 метров, а в основании более 200 метров, то есть примерно 250 метров дамба у нас в основании. Вы можете себе представить масштаб? И опять же напомню, 8 на 2 километра прямоугольник. То есть это, конечно, совершенно невозможная конструкция, которую, как я уже упоминал, приписывают к XI веку. Но есть большие сомнения в том, что эта дамба была построена именно в это время, а не раньше. Никаких исследований дамбы проведено никогда не было. Да, то есть никто не устанавливал объективными методами ее возраст. Это все у нас исключительно эпиграфика, ну как обычно, да. Кроме эпиграфики, в общем-то, у нас никаких особых свидетельств нет. Почему не проводились археологические работы на дамбе? Ну, слушайте, здесь, в принципе, с археологией все очень грустно, потому что сколько десятилетий страна была, в общем-то, недоступна для археологов, да, здесь была гражданская война, ну, режим красных кхмеров, потом гражданская война. Серьезные работы возобновились только в начале 2000-х. Ну, до дамбы пока никто не добирался. А вот до чего добрались, я вам расскажу чуть позже. Ну вот, я уже добрался до поворота, до юго-восточного угла. Вот видите, дальше поедем уже по южной дамбе. Да, то есть мы покинули сейчас восточную дамбу. Вот эта вот восточная дамба, по которой мы только что ехали, предполагается, что это была часть укрепления Ешетхарапуры, той самой столицы IX века. Ну, там тоже это все достаточно умозрительное рассуждение. Это интересная версия, конечно, очень интересная, которая предполагает наличие вот таких вот мощных сооружений уже в IX веке. Но, к сожалению, ничем эта версия особо так не подкреплена. А там уже видно воду, только что мне было видно на просвет. То есть мы уже добрались, собственно, до воды, да, как я уже сказал, восточная, простите, часть западного Барая, она находится не под водой. Ну, кстати, в 60-е годы здесь проводили работы, связанные с поступлением воды в Барай, и пришлось переселить 3 деревни, которые располагались на дне этого Барая. Сейчас люди живут со стороны северной дамбы, то есть эти 3 деревни просто переселили к северу от Барая. Ну, люди пользуются, естественно, водой из Барая, то есть берут воду для своих рисовых полей. То есть он приносит людям ощутимую пользу, надо сказать, в наше время. Я сделал остановку в одном интересном месте. Здесь можно как раз выйти к Бараю. Давайте сейчас пройдем к воде. Вот мы спустились к воде. Кстати, какие-то облака набежали, прям тучи. Интересно, не будет ли у нас сегодня дождя. Вот он Барай. Но то, что вы видите перед собой, это вот как раз то, что сейчас находится на поверхности, то, что раньше было под водой. Здесь тоже находилась явно какая-то постройка, потому что я здесь как-то нашел кусочек древнего барельефа. То есть, в принципе, если здесь походить,
покопаться вот в этом вот мусоре, то можно найти как древнюю керамику, так и, как я уже сказал, кусочки барельефа. Давайте сейчас прямо попробуем чего-нибудь обнаружить. Ну, на самом деле вот очень много торчит песчаника и латерита, да, это признаки того, что здесь была какая-то постройка, которую, очевидно, разобрали, уничтожили. Так, вот опять блоки латерита, которые, очевидно, составляли какую-то лестницу. Да, очевидно, это был какой-то спуск, который вел вниз в древности. Ну и вот здесь когда-то я нашел обломок очень красивого барельефа каменного. Ну а мы поедем дальше. Поедем дальше к нашей цели. Тот самый комплекс каменный, который находится посреди Западного Барая, сейчас реставрируется. Вот посмотрите, видите, новые блоки понавезли песчаника. Да, это не старые блоки, это блоки, которые добывают сейчас. На них, кстати, совершенно другие следы добычи, чем на старых блоках. Но если хотите знать, какие следы добычи на старых блоках, то смотрите канал. Где-то у меня обязательно все это есть, всяких разных видео. Вот тут вот они их транспортируют, блоки, туда на остров. Листай. Вот. Но мы туда сейчас не собираемся, поэтому мы едем дальше, потому что нас ждет загадочная пирамида. У меня очень много коротких видео, кстати, на канале уже об этой пирамиде Акьюм. Так что, кто смотрит внимательно, тот уже видел, тот уже впечатлялся. Вот опять новые блоки, видите, для реставрации. Ну, а мы все едем и едем по этой дамбе. О, а здесь что, посмотрите. Здесь прямо старые блоки. Нет, тут только старые блоки. Я, честно говоря, даже не знаю, откуда эти блоки. Неужели они их привезли оттуда с острова и здесь пытаются их каким-то образом определить? Ну, в общем, да, работа реставраторов. Ну, такая работа мне нравится, да, когда они ковыряются в старых блоках и пытаются найти им потом применение. Вот, кстати, посмотрите, они их зацепляют с помощью вот таких вот ножниц. Вот, видите, я не успел, естественно, но тем не менее успел. Вот, видите, они в отверстие вставляют вот такую вот интересную конструкцию и таким образом эти блоки перемещают. Интересно, интересно. А вот давайте посмотрим. Смотрите, сейчас следующий будет. Вот. Ага. Вот так вот он закрепляется. Там даже не нужны отверстия. Просто сама форма камня позволяет с ним вот так обходиться. И поехали, поехали, поехали. Класс. Можно вечно смотреть на это. Так, мне дерево мешает. Ну что ж такое-то? Оп, оп, и установил. Оп, смотрите, они подходят. Они подходят друг к другу. Видите? На них один узор. Вот так вот реставраторы и собирают старое здание таким вот нехитрым образом. Вернее, очень хитрым образом, конечно, потому что это работа, работа очень сложная. Вот так вот французы в свое время тоже восстанавливали все эти каменные комплексы. Потрясающе, потрясающе. И не надо никаких новых блоков, да? Все правильно. Ладно, нам-то надо ехать дальше. А то я так никогда до пирамиды, судя по всему, не доеду. Да, друзья, прежде чем мы поедем к пирамиде, к нашей основной цели, заявленной в этом ролике, я вспомнил, что здесь рядышком, совсем рядышком, есть один тоже слабо идентифицированный, так сказать, храм. Называется он Кохо, и как к нему проехать, я, честно говоря, не очень понимаю. Так, рулить одной рукой здесь тяжеловато.
тяжеловато, потому что все скользит. Жесть какая. Камни, камни, камни. Так, все, съехали. И вот куда-то там нам надо проехать, чтобы туда попасть. Честно говоря, я там уже был когда-то давно. Года 2, наверное, назад. Я там был. И, по-моему, даже где-то он у меня в видео фигурирует. Но не факт, что мы его сейчас быстро найдем. Ох, какая жесть. Господи. О, тут уже получше. В общем, неидентифицированное опять строение, называемое храмом. И что в нем интересно, он построен прямо на дамбе. И поэтому его датируют, ну, 11 веком, чтобы не расходиться в датировках, да, потому что дамба у нас датируется 11 веком, ну и вот этот вот Кохо, тоже некоторые очень осторожные, скромные историки, археологи тоже решили датировать 11 веком, но на самом деле есть очень большие сомнения у других, более смелых историков и археологов. Надеюсь, мы мимо не проскочим. Не знаю. Глушь такая. Так, ну вот здесь... нет, нам еще дальше. Нам еще дальше. Это все у нас дамба, видите? Это мы все еще едем по дамбе на самом-то деле. Мы чуть-чуть приспустились, потому что я вам говорил, что дамба, она вообще конусообразная. Здесь вообще, вы видите, вырезана в дамбе дорога. Да, то есть тут поверхность выше, чем на самом деле сейчас. Ну и вот где-то здесь должен прятаться этот интересный объект. Так, друзья, я сейчас все-таки загляну в телефон. Он там обозначен. Ох, какие там красивые рисовые поля. Сухой сезон, но вот тут крестьяне, очевидно, питают свои поля водой из западного Барая. И вот, пожалуйста, можно выращивать еще один урожай риса. Так, нам он все еще говорит прямо. Я вот прямо его вот сюда вот поставлю, чтобы больше не доставать. Ну, вот. Ну, поехали. Насладимся рисовыми полями. Вот многие люди ходят в фитнес, занимаются спортом. А я вот езжу по храмам, знаете. Потом так болят все мышцы. Постоянно пытаешься держать равновесие, постоянно прыгаешь по кочкам. Ах, красота! Конечно. Море и рисовые поля. Вот два пейзажа, от которых я просто балдею. Горы меня не так впечатляют, а вот море и рисовые поля — это, конечно, что-то с чем-то. Так, мы все еще едем правильно. Вообще не узнаю дорогу. Может, я там никогда не был. У меня почему-то ощущение, что я там должен был быть по-любому. Ну, просто он не так далеко находится от города. Ага. Google говорит, что мы приехали, и он находится где-то здесь слева. Давайте искать. Нужно найти какую-то тропинку. Не тропинку, как нам туда пробраться-то? В эти заросли. Так. А дальше мы от него уже все удаляемся и удаляемся, да? Но, судя по всему, надо проехать еще чуть дальше. И, судя по спутниковой карте, там где-то может быть тропинка. Ну, знаете, карта старая. В Гугле, конечно, очень комично, то, что карты как-то редко обновляются. О, смотрите, смотрите. Эту красоту. И вот тут, по идее, слева где-то должна быть уже тропинка. Но ее нет.
То, что объект находится там, в этой рощице, сомнению не подлежит. Ну все, друзья, вот я и нашел проезд. Отлично. Отлично. Значит, пишут, 10 век. Я вам, конечно, наврал. Не 11 веком они его датируют, а все оказалось гораздо хуже. Видите, его датируют 10 веком. При этом археологи нам говорят, что он построен прямо на дамбе. Дамба у нас датируется 11 веком. Господи. Простите. Заговорился и не туда воткнул передачу. Так, сейчас посмотрим. Сразу наверх нам заехать, да, чтобы особо не ходить. Опять мы видим какое-то возвышение. Но возвышение, да, это возможно как раз именно дамба. Нельзя забывать, что... Вот тенек. Нельзя забывать, что дамба у нас очень старая. Люди здесь жили постоянно. Ну вот, и думайте. Так, все. Все. Забираем телефончик. И идем смотреть. Итак, это все у нас, опять же, относится к этому западному бараю. Ну, по крайней мере, археологи... Сейчас я шлем только положу. По крайней мере, археологи утверждают, исходя из того, что я вообще нашел, да, потому что на самом деле не так-то и много информации у нас в интернете содержится о всех этих объектах. Раскопок тут никаких, как я понял, не проводилось. Но вот утверждение, что он находится на дамбе. Ого, ветер. Как все пальмы скрипят, высохшие. Лишь бы на меня не рухнула такая пальма. Ну вот, смотрите, кстати. Это плод сахарной пальмы. То есть тут пальмы сахарные, но если вот таким плодом по голове прилетит, тоже мало не покажется на самом-то деле. Да, этот звук меня немножко отвлек, я забыл, о чем я говорил уже. Ну, вот он, этот объект. Смотреть тут не так уж и много что есть, но в принципе кое-что есть. Давайте же мы спустимся вниз. Ну, вот это был вход, как вы видите, да. И сейчас я попытаюсь вниз спуститься. И здесь мы видим очень приличное основание из очень приличных блоков латерита. Нифига себе. Вот это качество. Слушайте, ну это прям очень качественное месторождение. Посмотрите, очень мало каверн, очень мало вот этих вот, да. Ой, прям в глаз-то веткой. Ну вот. Мало каверн, очень плотная структура. Очень плотная структура. Там что-то внизу почему-то пустота. Очень странно, да? Почему они висят в воздухе-то, эти блоки? Что там не так с ними? Я не понимаю. Ну, блоки просто шикарные, друзья. Ну, это прям очень ранняя постройка. А кирпичи-то какие гигантские. Ничего себе. Вот это размер. Вот это кирпичи. Да, друзья. Тут необычные кирпичи. Это кирпичи прям... Кого надо кирпичи. Это прям... Шикарные, огромные кирпичи. Потрясающе. Потрясающе. Но если вы смотрите мой канал давно, то вы уже самых разных размеров кирпичи видели. Такие кирпичи мы встречаем, в принципе, в комплексе Коке. Но комплекс Коке у нас вообще выбивается из ряда... Господи, что? Я уже весь в каких-то насекомых, пауках. Кстати, смотрите, какие красивые ягодки. Я не знаю, что это такое. Наверное, не буду пробовать, да? Они, наверное, вкусные. Ничего себе, друзья. Я вот был здесь, говорю, там 2 года назад, как-то что-то тут посмотрел, но я даже не обратил внимания на качество блоков латерита. Что говорит нам, конечно,
довольно-таки приличном возрасте этой постройки, потому что на постройках позднего времени мы таких шикарных блоков латерита на самом деле не видим. Ну вот валяется, посмотрите, он такой плотный, что издалека его можно даже принять за песчаник. Как, это действительно латерит? Слушайте, ну да, все настолько покрыто патиной, что... Нет, это, ребят, все-таки песчаник. Так сильно эродирован и покрыт патиной, что я его принял за латерит. Песчаник у нас тут тоже, конечно же, есть. Вот, пожалуйста, какой-то блок. Такое ощущение, что это венец не крыши, а забора вокруг этого комплекса. Ну, сейчас тут, не знаю, с архитектурой мы тут можем долго разбираться, что тут за постройки, да, потому что все засыпано. То, что постройки тут были мощные, мы, конечно, видим по остаткам. И здесь у нас какая-то надпись. Очень плохо сохранившаяся надпись. Смотрите, еле-еле видны эти буквы. Еле-еле видны эти буквы. Ну, я уверен, что в этой надписи нет ничего сенсационного. Как правило, все эти кхмерские надписи, они говорят о каких-то подношениях, даров, храму или там установлению лингама. Да, то есть такие вот надписи, да. Рабов каких-то там храму преподнесли. В общем, никогда ничего особо сенсационного в этих надписях мы не встречаем. Да, никаких сведений о постройках и прочее там нет. Ну, чтобы разглядеть, мне аж приходится очки снимать, потому что нацарапано очень неглубоко. Я даже не уверен, что есть расшифровка этой надписи. Дело в том, что не все надписи расшифрованы, представляете, их всего-то там 1500, грубо говоря, может чуть меньше. А расшифрованы далеко не все. И самые интересные объекты, вот надписи на самых интересных объектах, они, как правило, даже не расшифрованы. Что у нас есть вокруг? Ну, мы ходим по каким-то постройкам. О, я нашел. Смотрите. Я нашел кусочек розового песчаника. Розовый песчаник очень твердый сорт, но в то же время достаточно пластичный, поэтому в нем хорошо вырезаются барельефы. Ну и здесь мы видим незаконченный барельеф. Видите? Это, конечно, часть не закончена. Ну, в принципе, мы вообще не понимаем, да, может, это в позднее время делали, и, может быть, это вот именно финальный этап. Посмотрите, какие кривые линии. Да, то есть такое ощущение, что это уже более поздняя работа. Ну, хорошо. И видите, построен комплекс прямо на дамбе. Ну, это не я же говорю, это же археологи говорят, правильно? А я им верю. Да, я всегда всем верю. Вот. Построен на дамбе, и датировка 10 век. Дамба датируется 11 веком. Чудеса. Ну, как обычно. Вот в истории Камбоджи сплошные чудеса. Чудеса, загадки и бесконечные фантазии историков. А вот и Йони. Смотрите, какая крохотная маленькая Йони. Давайте посмотрим на нее повнимательнее. Она очень маленькая. Она очень маленькая. Из какого песчаника она, из-за патины, нам даже сказать сложно. Ну, смотрите, она крохотная. Вот моя рука. И вот Йони. Но шлифовка идеальная. Вот тут вот сохранилось место свободное от патины. Судя по всему, наверное, песчаник розовый, да. Ну, вот. И шлифовка идеальная. То есть вот это все патина. По идее, если это все снять каким-нибудь, я не знаю, химическим способом, чтобы не повредить эту поверхность, то там, конечно, все будет идеально обработано. И при этом мы часто видим в этих йони вот так вот довольно безобразно пробитые отверстия. И это как-то не очень сочетается у нас с общим видом. Интересно, есть ли тут еще что-нибудь. Ну, кругом валяются вот кирпичи, обломки кирпичей. И балясина. Прекрасно. Слушайте, артефакты разбросаны по всей территории. Смотрите,
балясина. Ну, балясина, да, если вот отталкиваться от внешних признаков, то это балясина примерно X века. Действительно очень похоже. Похоже на балясины в Бантейс-Рей. И это у нас тоже розовый песчаник, судя по всему. Да, это розовый песчаник. Посмотрите на эту тончайшую работу. Да, посмотрите на эти линии. Ну, в общем, тут все понятно. Посмотрите, как они внутри все прорабатывали. Ну, очень типично, очень типично. Типичная работа на 5 с плюсом. Неповторимая в наше время. А здесь что? Тоже розового песчаника кусок. Вообще просто с какими-то полосками. Просто какой-то кусок. И что-то они тут то ли начинали, то ли не начинали. Да, я обожаю вот такие вот руины заброшенные. Тут можно всякого интересного найти. А вот, пожалуйста. Правда, все в паутине. Вон, видите, паутина, да? Тоже какой-то блок. Круглый был блок. Очевидно, навершие. Ну, давайте теперь выйдем. Да, и вот тут пошел вот спуск вниз. Соответственно, действительно, это сооружение у нас, получается, что ли, находится на дамбе. Но раз они говорят, что он стоит на дамбе, значит, он стоит на дамбе. Раз они хотят нам подкинуть загадку, мы отказываться не будем. Мы ее с удовольствием принимаем. Здесь что? Ну здесь вот была какая-то стена из кирпича. И вот она поворачивает туда. И там, очевидно, была гапура входная или ворота какие-то, да? Да, то есть вот это вот у нас вход в это помещение. Вот, кстати, посмотрите тоже. И это нижняя часть дверной коробки. Нижняя часть дверной коробки, но почему-то тут... ну да, все правильно. Вот. Она немножко повреждена, видите. Тут что-то было уже отломано. Ну, собственно, куски валяются отдельные тоже камня. Да, это нижняя часть дверной коробки. Сегодня суббота, какие-то звуки постоянно слышу. Народ развлекается. Так. Ну, а тут мы, кстати, еще не обратили внимания на прорези. Ну прорези, конечно, качественные, ничего не скажешь. Ну, все очень эродировано, и они не такие уж и фантастические. То есть, такие скромные прорези. Но все равно, видите, тут прямо все идет вот так вот. Если измерить, там никаких отклонений не будет. И вообще с допусками в Камбодже все очень грустно, да, и допуски минимальные. Ну как грустно? Грустно для изготовителей было. Вот еще кусочек барельефа какой-то. Так. Ну вот, друзья, очередная загадка от археологов, которые считают, что это находится у нас на дамбе. А дамба, конечно, скорее всего, значительно старше, чем нам рассказывают. Тут даже гадалки не ходи. Потому что вот эта датировка XI веком, она никакой критики не выдерживает. В нее можно просто верить. Но давайте так. Наука – это все-таки не религия. И поэтому принимать что-то на веру, то, что говорят нам ученые, ну, это просто неправильно. Давайте будем мягко выражаться, чтобы никого не обидеть. Это неправильно. О, кстати, тут ров я нашел. Смотрите, а вот это углубление, это же был ров. В общем, непонятно. Ну, может, я ошибаюсь, может, это не ров. Ну, что я вам скажу? Класс. Если все действительно так, как нам рассказывают историки-археологи, то реально это еще одна загадка. Мистерия какая-то просто. Как так-то? Сначала построили дамбу, а потом вернулись на машине времени назад
и поставили храм. Что вообще они несут, Господи? Вот это постоянная история. Понимаешь, ты читаешь научные работы и везде видишь несостыковки. Везде несостыковки с официальной версией. Везде им приходится что-то подшаманивать. Какие-то вещи потом вообще из сети исчезают, да, какие-то самые сенсационные. О многих вещах вы вообще никогда не слышали и не услышите. То есть их можно найти только в археологических отчетах или в научных статьях, которые, к сожалению, тоже мало кто читает. Ну ладно, что ж, подписывайтесь на телеграм-канал «Друг Аркадий». Вот это поворот! Да, но с чего мы взяли, дорогие друзья, что мы с вами самые умные. И вот мы вот так вот на раз отвергаем официальную версию. Ну, по моему мнению, по моему скромному мнению, на самом деле официальная версия имеет право на существование. И вполне возможно, что все оно примерно так и было. Все эти короли, все эти боги, поклонение лингамам и прочее, прочее, прочее. То, что мы читаем в официальной истории, почему нет? Я это допускаю вполне. Ну, не совсем, конечно, так, как это описывается, потому что все-таки источники, из которых мы черпаем информацию, они гораздо моложе времени происходивших событий. Ну, то есть, скажем, события IX века, да, мы черпаем, скажем, из стел XI века, да, потому что никаких источников из IX века достоверных с описанием каких-то событий, с описанием королей мы не находим. Или мы обращаемся к китайским летописям, первые списки которых, вернее, самые древние списки которых тоже сильно моложе происходивших в Камбодже событий. И это факт, да, когда вы углубляетесь в историографию, пытаетесь понять, на основании чего все это было понаписано, ну, вы понимаете, что, в общем-то, фантазии там было применено немало. Вот, друзья, только собрался уезжать, но потом решил подойти вот к этим прекрасным рисовым полям, чтобы снять короткие видео, и обнаружил еще кое-что. Нет, ничего, опять же, сенсационного, но тем не менее, смотрите. Вот здесь у нас какой-то блок с каким-то замком. Не знаю, часть дверной коробки, очевидно. И вот здесь еще нашел из розового песчаника недоделанную то ли йони, то ли постамент. Вот, все недообработано, как вы видите. Ну, это какой-то горшок. Уж я не знаю, что за горшок, насколько он древний. Вот, а больше я тут ничего не вижу, да? Поэтому поедем уже наконец-то к пирамиде. Я думаю, вы уже давно жаждете эту пирамиду увидеть.